Привет! Сегодня вы уже знаете чуть больше, чем вчера. А после того, как пройдете этот урок, узнаете еще больше и станете еще на шаг ближе к созданию своей первой модели машинного обучения. Нам с вами предстоит работать с большими данными, а это значит, что нужно будет совершать много одинаковых действий, повторять их из раза в раз. Если бы их было мало, то это было бы проще, но зачастую наборы данных состоят из сотен тысяч или даже миллионов строк с данными. Не очень-то удобно для каждой строчки писать свою отдельную программу. Ведь тогда получится одна очень большая программа. А еще представьте, всю информацию аналитики обычно получают в таблицах, которые заполнялись людьми. Обычно они заполнялись либо очень долго, либо очень большим количеством людей. Как думаете, все люди одинаково заполняют одну и ту же информацию? Например, фамилия, имя, отчество. Кто-то может написать с маленькой буквы, кто-то с большой, кто-то сначала фамилию, а потом имя, кто-то наоборот и так далее. И что же нам делать в такой ситуации? Но обо всем по порядку. Давайте сначала разберемся с большим количеством повторений однотипных действий. Удобно ли нам будет для каждого отдельного действия писать свою команду? Кажется, что нет. Вот если бы был такой инструмент, который позволит нам выполнять кучу одинаковых операций всего лишь при помощи пары строк. Но вот мы познакомимся с таким инструментом. Это циклы. И они лучшее, что может быть для решения таких задач. А о том, какие они бывают и как их использовать, мы поговорим уже на основных этапах занятия. Теперь давайте обсудим второй момент, который нас волновал. Это вопрос, как можно кучу разного текста привести к единым стандартам. И для решения этого важного вопроса мы с вами познакомимся с набором операций, которые существуют для строк. Забегая вперед, скажу, что некоторые из разобранных операций существуют не только для строк, но об этом позднее. Первое, что мы рассмотрим, это различные поиски в строке. Поиск подстроки, или одной буквы, или отдельного символа. Ведь когда данных очень много, а нам нужно что-то найти, то важно уметь это искать при помощи программы. Ведь вручную такое не сделать. Второй вопрос, который нас тут волнует, это разные регистры у написанных букв. Кто-то пишет с большой буквы, кто-то с маленькой. Мы научимся все это приводить к единым стандартам. И все это на практике. Мы точно станем великими дата-сайентистами. Отлично. После сегодняшнего урока мы станем еще чуточку ближе к нашей цели. Давайте постараемся. Кстати, наверное, у вас уже возникал вопрос. Почему мы все еще работаем с простыми числами и словами? Где ваши хваленые большие данные? Но вся проблема в том, что для работы с большими данными нам нужно познакомиться еще с парой новых для нас структур. Списками и словарями, которые позволяют в одной переменной хранить сразу много значений.